Дорогие друзья, я приветствую вас из Испании. Пришлось снять неплановое видео, потому что появилась новость, вызвавшая ликование в соцсетях Финляндии. Поговорим о беженцах, депортациях и ответим на детские вопросы. Кому интересно, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. Начнем с хорошей, даже не побоюсь сказать великолепной, долгожданной новости. Милан Яв депортирован. Все, он уже воссоединился с родственниками в иракском Курдистане. أكرم مرحبا بك في المنزل ميلان ياف. Кто не знаком с этой колоритной личностью, смотрите в видео по ссылке в описании. 25-летнего Милана Яфа, который годами был символом уличной преступности Хельсинки, вывезли ночным рейсом без пресс-конференций и оркестра, отправили до дому, до хаты. Просто посадили в самолет и «Чао, хабиби!». Формально он еще продолжает обжаловать решение о депортации в Верховном административном суде. Но это уже юридический фантом, потому что пока бумаги путешествуют по инстанциям, сам Милан Яв уже возвращен в родные пенаты. История начиналась привычно. Во время миграционного кризиса одного из них несовершеннолетний 17-летний Милан Яв прибыл в Финляндию, получил статус беженца и все шансы начать новую жизнь в цивилизованном государстве. Обычно на этом месте в розовых буклетах пишут про интеграцию и равные возможности, но не так сталося, як гадалося. Вместо учебы и работы карьера в уличной банде, вместо уплаты налогов длинный список преступлений: покушение на убийство, изнасилование, кражи, преступления, связанные с дурью, тяжелая клевета и распространение информации, грубо нарушающей частную жизнь. Суд за судом, статья за статьей. Причем приговоры продолжали сыпаться буквально до последнего дня. Недавно апелляционный суд Хельсинки признал его виновным в краже и 2 преступлениях с дурью. До этого окружной суд Хельсинки вынес приговор за тяжкое нарушение неприкосновенности частной жизни и тяжкую клевету. Даже со скидкой по совокупности преступлений Милан Яв получил реальный тюремный срок. В августе этого года его освободили из тюрьмы после отбытия очередного срока, но на волю не отпустили. Его сразу перевели ждать депортации в центр содержания. Он немедленно стал строчить апелляции. Не хотелось ему выезжать из Финляндии. Но государство все-таки довело дело до конца. Отдельно стоит отметить странную деталь. Обоснования решения суда полностью засекречены. Ни общественность, ни СМИ не знают, какие именно аргументы суд счел достаточными. Юрист Милана Яфа, господин Антон фон Штрове, бывший Антиолови Таскинен, личность, кстати, тоже неординарная. Убийца, отсидевший пожизненное, вышедший по УДО. Смотрите видео по ссылке в описании. Он комментариев не дает. И вот главный вопрос. Почему? Почему на избавление от преступника понадобились годы? Сколько еще подобных персонажей остается в стране, пользуясь юридическими лазейками, апелляциями и бесконечными жалобами? История Милана Яфа – это не просто криминальная хроника. Это диагноз системе, которая слишком долго колеблется, прежде чем сказать твердое «все, хватит». Просто тихой сапой вывезли человека, который годами демонстрировал, что закон ему не писан, и жить по правилам он не собирается. Можно сколько угодно обсуждать, почему это заняло так много времени, но факт свершился. Милан Яв депортирован. Произошло настоящее рождественское чудо. Милана вернули. А что с другими, ему подобными? Так вот, Финляндия регулярно возвращает людей в Ирак. Не единично, не в исключительных случаях, а на постоянной основе. Просто они не имеют такой огласки. Но, конечно, заинтересованные слои понаехавших в курсе всех депортаций. Среди депортированных преступники, получившие срок, и те, кто просто не имеет права находиться в стране. Каждый год из Финляндии выдворяют тысячи людей всех мастей. Уже в этом году более 3000 решений о депортации и выдворении.
Причем большинство депортаций не связано с преступлениями. Это нормальное применение закона. Нет права на проживание, значит, все, давай, до свидания. Но как же так? У Финляндии нет официального соглашения с Ираком о реадмиссии. Раньше вернуть Ираку его граждан без их добровольного согласия было просто невозможно. Почему же иракцев все равно возвращают? Потому что ЕС наконец-то услышал своих граждан и надавил на визовый рычаг. Не хотите забирать своих граждан? А мы вам усложним получение виз. И вуаля, процесс пошел. ЕС заключил соглашение о реадмиссии с 18 странами. Еще с 6 странами переговоры продолжаются. Напомню, реадмиссия – это согласованный механизм возврата человека в страну его гражданства или прежнего проживания на основе межгосударственного соглашения. У Финляндии есть двусторонние соглашения о реадмиссии с 7 странами. Да, ситуация с безопасностью в Ираке далека от идеальной. Финская МИД до сих пор рекомендует туристам воздержаться от поездок туда, в том числе из-за высокого риска терроризма и похищений. Но возвращение депортированных и туристические поездки – это не одно и то же. Но все равно вернуть на родину удается далеко не всех. По данным Евростата, в прошлом году в Финляндии фактически было исполнено лишь около трети решений о возврате. И, к сожалению, есть печальная лазейка. Даже преступника нельзя депортировать, если на родине ему грозит смертная казнь, пытки или преследование. Благодаря этому в Финляндии живет, например, иракский курд, который убил жену-норвежку, был осужден в Ираке, сбежал из тюрьмы и теперь прекрасно живет в Финляндии с новой женой. Смотрите видео по ссылке в описании. В данных Евростата я обнаружила также занимательные цифры. В списке ЕС на выдворение и депортацию из наших бывших сограждан лидируют грузины. Интересно, девки пляшут. И некоторых украинцев, несмотря на продолжающуюся войну, просят на выход. Об украинских беженцах и поговорим в следующем сюжете. Кто-то до сих пор думает, что все украинские беженцы – это люди, которые реально бегут от войны. А вот и нет. 9 декабря этого года во Франции задержали Владимира Антонова, бывшего владельца литовского банка «Снорас», который скрывался от правосудия больше 14 лет. Но самое интересное, как он это делал. Гражданин России Владимир Антонов жил во Франции по украинскому паспорту под именем Владимир Иванов. Под этим именем он запросил убежище, заявил, что является военным беженцем и подвергается угрозам преследования и мобилизации. На самом деле Владимир Антонов – финансовый мошенник. Он с подельником присвоил активы банка на 500 миллионов евро и пустился в бега. 1,5 десятка лет он успешно скрывался от правосудия. Теперь, благодаря Европолу, его изловили. Конечно, таких случаев, наверное, немного. Большинство украинских беженцев действительно люди, потерявшие дома и семьи. Но истории вроде дела Иванова-Антонова показывают, систему временной защиты использует очень разный, зачастую мутный контингент. Знаю, чем руководствовался ЕС, запуская в свой дом миллионы людей без минимальной проверки личности. Ну, хотели, наверное, как лучше, получилось, как всегда. Впрочем, что можно требовать от ЕС, если там решения принимают избранники с 7 классами образования, типа бывшего финского евродепутата Тeuvo Hakkarainena? Смотрите видео по ссылке в описании. Ладно, о депутатах я рассказывала во многих видео, и ни разу до сих пор котики не были удостоены внимания. Поэтому следующий сюжет посвящен этим грациозным животным. Переходим к научно-познавательной рубрике «Детские вопросы». София, 6 лет, спрашивает: разве кошкам не противно, когда им приходится лизать свою попу? На ее вопрос на страницах финской газеты Helsingin Sanomat отвечает ветврач. Кошки поддерживают чистоту своей шерсти и попы, вылизывая себя и используя передние лапы при мытье области головы. Язык у кошки очень шершавый. Он покрыт 3 видами шиповидных сосочков, так называемых языковых папилл. У кошек слабое чувство вкуса.
Большая часть языка ничего не чувствует на вкус, потому что в папиллах, покрывающих поверхность языка, отсутствуют вкусовые рецепторы. Всего у кошки около 470 вкусовых рецепторов, тогда как у человека их примерно 9000. То есть по сравнению с человеком вкус у кошки развит слабо. Точных научных данных по этому вопросу нет, но можно представить, что иногда вылизывание попы все же может казаться кошке неприятным на вкус. Однако поддержание чистоты попы и шерсти намного важнее вкуса. Важно и то, что кошки с детства привыкают к такому поведению. Для них вылизывание попы – такая же естественная часть ухода за собой, как для человека мытье рук. Поэтому с научной точки зрения кошкам не противно мыть себе попу. Для них это нормальная, биологически необходимая и автоматическая форма гигиены, а не что-то вызывающее отвращение. Вопрос внучки повлек за собой вопрос бабушки. Котик лежит у себя под хвостом, а потом хозяева его целуют в носик. Нет ли в этом опасности заразиться чем-нибудь? Короткий научный ответ. Поцелуи с домашней, здоровой, обработанной от паразитов кошкой обычно безопасны. Риск заражения минимален, но следует соблюдать разумные меры предосторожности. Регулярно обрабатывать кошку от глистов и блох, не целовать кошку в пасть, мыть руки после активных игр и следить за здоровьем питомца. В общем, котик – это не биологическое оружие. Любите котиков, но не забывайте предохраняться. А на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!